Уголовные дела Аблязова и Храпунова направят за границу. О планах по возвращению беглых олигархов рассказали в Генпрокуратуре. Как известно, Казахстан долгие годы добивается выдачи наших земляков. На родине их обвиняют в крупных хищениях, заказных убийствах и создании ОПГ. О том, как власти намерены возвращать сбежавших из страны преступников, расскажет Алина Бржанова. Казахстан и Украина объединятся в борьбе с преступностью. Сегодня на пленарном заседании депутаты Мажилиса рассмотрели законопроект об экстрадиции. Договор страны подписали еще прошлой осенью. Такая необходимость возникла после выхода Украины из СНГ. Сегодня Генпрокуратура добивается экстрадиции 6 казахстанцев. Столько же преступников Украина выдала нам за последние 3 года. Между тем, по данным парламентариев, в розыске сейчас свыше 2500 наших граждан. Почти половина из них в международном розыске. Мы же видим, вон у нас есть, там сбежала парочка одна. Как осень, весна возбуждается у них, видимо. Ерунду несут всякую, и мы все смотрим там в ютубах, еще что-то. Осудили, суда их к ответственности. Почему мы до сих пор никак не можем выдачу наших граждан? Позже уже в кулуарах заместитель генпрокурора рассказал и о других заключенных. Так, Казахстан будет настаивать на том, чтобы Акжаркын Турлыбай отбывала наказание на родине. Напомню, казахстанскую студентку приговорили к пожизненному заключению в Китае. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков. Сейчас дело находится на стадии обжалования приговора. Ахмеджанов пояснил, если в Поднебесной не изменят решение, Казахстан направит запрос о подбывании наказания на территории нашей страны. С Китаем у нас есть двустороннее соглашение о выдаче осужденных лиц. Будем ждать окончательный вердикт китайского правосудия. В случае, если оправдать, это очень хорошо. Если, значит, будет осуждена, она вправе обратиться, и мы вправе направить запрос о передаче ее для дальнейшего отбывания наказания на территорию нашего государства. А вот материалы дела по Храпунову и Аблязову, наоборот, направят за границу. По словам Ахмеджанова, уголовное преследование обоих продолжается. Казахстан уже ведет переговоры с властями этих стран, где долгие годы скрываются опальные олигархи. Напомню, их обвиняют в многомиллиардных хищениях, созданиях ОПГ и растрате госимущества. В отношении Аблязова имеется вступивший в законную силу решение суда, где он осужден не только по экономическим, но и по общеуголовным преступлениям. Кроме того, мы говорим, есть еще принципы, если не выдаешь, то осуждай сам. Поэтому определенные материалы будут направлены в соответствующие органы для принятия в отношении них там решения. Депутаты единогласно приняли документ. Законопроект о выдаче преступников между Казахстаном и Украиной направили в Сенат. Напомню, аналогичные двусторонние договоры у нас есть еще с 21 страной. В ближайшее время планируется подписание их еще с Македонией, Кипром и Грецией. Алина Бржанова, Тимур Юркитаев, Самат Оренбаев, телеканал Астана.